Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Какие-то подсказки вы получите. И я решила немного изменить формат видео. У нас сегодня колода Золотого Таро. Каждый день до окончания 2023 года мы можем подводить итоги, строить планы на будущее. И я решила спросить, события на пороге для вашего знака зодиака в разрезе этой недели. Может быть, какая сфера жизни наиболее активно будет проигрываться или что будет важным, может быть, наиболее для вас актуальным, как видят карты. Первую карту мы так и назовем «События на пороге этой недели». Для вас, мои дорогие водолеи. Итак, что же это за события? И вторая карта будет называться «Ваши внутренние ощущения», то есть вот ваше где-то настроение, мои дорогие. Обстоятельства вокруг вас, то есть что есть в реальности. Чувствовать мы можем одно, а вот как оно в реальности обстоит. Обстановка как бы вокруг вас. Неожиданности, которые могут прийти в вашу жизнь. Что важно знать или для чего все это было нужно? Может быть и так. Что скрыто? Достанем такую карту. Что будет помогать, что будет радовать, мои дорогие водолеи. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Посмотрим денежную энергию на эту неделю. Как видят карты, личная жизнь. И достанем совет от карт. События на пороге этой недели для вашего знака. Радуйтесь, мои дорогие. Тут четверка жезлов, праздник после победы. Есть как и радость, есть как и, может быть, праздник сам по себе семейный. Но, правда, тут могут быть разные планы у каждого по-своему, в зависимости от того, человек вы тот, который свободный на данный момент времени, или вы семейный человек. Мы можем как украшать свой дом, делать более комфортным свое жилище. Очень хорошо проигрывается по этой карте, потому что 4 жезла, это как 4 столпа. Это оплот надежности, стабильности, когда у вас все под контролем. Ну, где-то это как аллегория наш дом, наша крепость, да. Или это отношения с близкими. Это вообще есть какая-то победа сама по себе, по делам, когда что-то удачно решается. Ну и хорошее настроение, наверное. Что на пороге? Счастье, радость, победа сама по себе и праздник, мои дорогие. Ваши внутренние ощущения. Новая идея, Паш жезлов. Но это, знаете, как новость какая-то может быть. Новость, касаемо вашего ребенка. Иногда и так проигрывается. Или, мои дорогие, предложение о поездке, почему нет? Или как какие-то возможности. Есть импульс, безусловно, по пажу жезлов, когда нам что-то хочется осуществить. Поэтому, знаете, здесь настроение, когда есть, с одной стороны, определенный драйв, а с другой стороны интерес к жизни, понимаете? Вот как новый элемент, может быть, какой-то реальности приходит в вашу жизнь как возможность. И вот этот жизненный драйв может вас захватить, будет желание что-то осуществить. Может быть, это придет с новостью, может быть, это придет с предложением конкретного человека. И это, как и дело, может проиграться. Все-таки жезлы у нас дела, работа, бизнес, деньги, как и новые способы заработка, или новые грани сотрудничества, или вы сами для себя решите, буду делать карьеру. Или это где-то ваша личная жизнь тоже может проигрываться в том контексте, что есть предложение, может быть, куда-то, правда, поехать или вместе провести время, какие-то планы. Такое тоже может быть. Давайте мы посмотрим, что же за обстановка вокруг вас. Ух ты, правда, у кого-то поездка, перемещение. Хотя это карта заслуженного успеха, шестерка мечей. И хотя она достаточно темная, выглядит так. Но что нам показано? Трое в лодке, которые не оглядываются назад, оставили прошлое прошлому и идут вперед. Хватает мужества проделать какой-то путь. От наших приложенных, от ваших приложенных усилий будет зависеть и результат. Обстановка вокруг вас, она может быть разная, где-то меняется, но мы следуем по пути собственного успеха. Вот ваши намерения и цели вы не должны как будто
их отодвинуть на дальний план. Все-таки оставлять в фокусе внимания то, что вы хотите осуществить, потому что, видимо, любой момент могут открыться какие-то возможности держать, в принципе, руку на пульсе. Для кого-то проиграется это как перемещение, буквально, физически, как поездка или приезд человека к вам, или, ну, может быть, работа связана с командировками и куда-то придется отправиться. Или, в принципе, есть какие-то перемены, касаемые вашей личной жизни или ваших заработков, например, да, или способов работы, способов взаимодействия. От ваших приложенных усилий будет зависеть качество жизни. Обстановка вокруг вас, она, повторюсь, может быть совершенно разная, но дорогу осилит идущий. Вот это помните. Так или иначе, даже то, что поначалу кажется иррациональным или каким-то нелепым, для вас может означать одна ступень к успеху. Вот иррационально по этой карте как раз и проходит. То есть ваш какой-то успех, вы движетесь в этом направлении. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Карта силы, возможностей. Ну вот все то, что я сейчас говорила. И по этой карте самое главное, посмотрите, девушка, над головой у нее расположена люминеската, как у мага. И энергетика этой карты, как у мага. И умение со всеми договориться. Лев, как прообраз нашего эго и наших эмоций, он расположен на коленях у девушки. Нет, как и конфронтации, нет места импульсу. И где-то свои эмоции мы должны все же, но так слегка причесать, управлять как будто ими. Наши эмоции для нас должны быть, как вот этот ручной лев, понимаете, словно не помешать. Ведь энергетика, как я сказала, у мага, у вас очень сильная позиция, прекрасные возможности. Есть какой-то и итог у вас уже на этой неделе, что добавит радости, праздника в вашей душе, возможности новые. Но на этом не заканчивается. Словно что-то новое уже стоит у вас на повестке недели и сильная позиция, чтобы вот свое намерение как раз и осуществить. Для чего вам вот это было нужно? Давайте мы откроем. Вот, видимо, вот эта временная перезагрузка праздника, нам карта говорит, отдохни. Да, хватит физических сил вытянуть вот эти 10 жезлов, это десятка жезлов, но для чего? Нам говорят, видимо, не включайся в какие-то множественные вопросы или в режим многозадачности, когда это будут интересы чьи-то, нежели ваши. Тут на себе больше сконцентрироваться, на своих намерениях, желаниях, на том, что вы уже на сегодняшний день достигли, и удерживать эти позиции. Это будет важнее, нежели включаться в какую-то другую работу, которая вам, мои дорогие водолеи, не принесет ни вдохновения для души, ни прибыли для кармана, буквально так. Видимо, вот продолжайте какую-то свою канву. Вам для этого даются силы определенные. И словно это ведь старший аркан. Для вас что-то будет складываться именно в вашу пользу. А когда мы уставшие люди делают ошибки, мы не замечаем тех возможностей, которые поначалу, пусть даже выглядят как-то нелепо. И значит, из-за усталости мы что-то можем прошляпить. Вы можете чему-то не придать внимания, значения. Поэтому отдыхайте. Что скрыто? Вот эта самая усталость вам может добавить ненужную философию. Что скрыто? Никто ничего не скрывает. Вы сами можете, правда, из-за того, что, может быть, период прежний был достаточно напряженный, устроить себе какую-то ненужную философию. И нам говорят об одном. Не мешай себе. Девушка смотрит вглубь себя. Она не видит реальность, а тут на повестке дня у вас как раз что-то в сторону успеха. И я сказала, обстановка-то может быть разная. И даже то, что поначалу выглядит нелепо, повторюсь, для вас это будет прогресс означать. Поэтому где-то не устраивайте самому себе какой-то анализ прежней деятельности или анализ того, что у вас в жизни как будто не получилось. Не создавайте себе, может быть, как знаете, в бездонный колодец каких-то сомнений. Мы словно опускаемся, и это как билет в один конец. Выбраться оттуда из каких-то сомнений, переживаний,
или глубокой вот этой философии бывает достаточно сложно. Мы можем там застрять, а все это может произойти именно из-за усталости, мои дорогие. Нам говорят, нет того, что от вас кто-то что-то скрывает. Нет подвоха. Вы как будто сами себе можете создать какую-то не ту картину, нарисовав ее в своем воображении. Давайте, что будет помогать, что будет радовать. Пятерка жезлов. Вы знаете, будет много возможностей, будет много общения, будет интересное общение. Но по пятерке жезлов нам говорят, тому, что ты слышишь, не стоит доверять. Могут проходить люди, такие, знаете, яркие, где-то импульсивные, хочется с ними общаться, какие-то, может быть, идеи они выдвигают. А нам говорят по пятерке жезлов, человек конкретный может быть, утром у него одно мнение, а вечером он уже от этих слов откажется. Не рассчитывай в принципе на людей, рассчитывай на самого себя. У вас сильная позиция. Или вас могут уговорить к чему-то, а по этой карте держись позиции стороннего наблюдателя. Вот позиция стороннего наблюдателя, все то, что я говорила, не включайтесь в какую-то многозадачность и не поддайтесь импульсу где-то. То, что выглядит сначала как вау-проект или что-то очень перспективно, тут нужно просчитать и с чем-то не ошибиться. И, может быть, взять какую-то нейтральную позицию, прежде чем на что-то согласиться. У вас, мои дорогие водолеи, словно какой-то вот индивидуальный путь. Правда, не побоюсь этого сказать. Потому что вот этот режим многозадачности или включение в какие-то дела, вопросы, может быть, даже из лучших побуждений помочь, они вас словно обесточат. Вы потратите зря время, а может быть и средства. Дела, работа, бизнес. Десятка монет. С делами, работой, бизнесом, правда, праздник после победы, как и получение денег, так и возможности. У кого-то это будет касаться вашей семьи, может быть, и деньги вашего партнера, и в целом состояние праздника, это карта благополучия, радости, какого-то прекрасного итога, когда больше как стабильности, понимания, так и на последующий период какой-то прогресс. Но, безусловно, что-то вас радует дважды на этой неделе. Давайте мы посмотрим, что же у нас на деньги, хотя нам уже сказали все. И это карта 20-го старшего аркана, страшный суд. Это, правда, те деньги, которые задерживались, они могут к вам как раз прийти. Или даже если вначале есть какие-то задержки, и вам дают информацию такую, что ну вообще денег не будет до конца года. Получишь в январе, не верьте. Скорее всего, тут все наладится. Ну, может быть, кому-то это важно услышать. 20-й аркан – избавление от боли, от страданий. У вас как новую какую-то историю собственной деятельности, или, может быть, это в плане прогресса построить карьеру, или сделать для себя самого что-то очень хорошо и перспективно. Вот если вы по карте сила концентрируетесь на своих намерениях и планах, не включаетесь в чьи-то в другие, и для вас вот такие, как прогресс, как уже уверенность на сегодняшний день, так и избавление от каких-то разочарований, от ненужной вот этой самой философии. Что-то важное стоит у вас, старший аркан. И именно в материальном выражении, когда прежняя история, даже если она разочаровывающая была, она как будто может закончиться. По 20-му аркану идут помощь высших сил. Вот, видимо, вам, мои дорогие водолеи, словно пространство, вселенная, какую-то задачу, может быть, касаемую финансов, будет помогать решить, придавая вам для этого или давая какие-то новые возможности. По шестерке мечей как раз возможности и проходят. Что в личной жизни? Есть сомнения. И знаете, самое главное, не сомневайтесь, если вдруг накатит какая-то хандра. По двойке мечей у нас всегда, знаете, как вот эта вот философия, в которую вы можете застрять. И ведь нам сказали, посмотрите, у вас сильная позиция, мне нечего добавить. Но, видимо, вот из разряда накатила апатия какая-то. Или ненужная, повторюсь, глубокая философия с переосмыслениями. И вот мы уже можем погрузиться в какой-то словно эмоциональный мрак и не видеть выхода. Очень много будет зависеть от вашего настроения. Может быть, поэтому события на пороге нам говорят, и обстановка-то вокруг вас в целом очень благоприятная. И в целом-то праздник, понимаете? И есть, видимо, вариант, тем не менее, для кого-то из вас соскользнуть в эмоциональный какой-то минус. Может быть, и
Это двойка все-таки. Есть у кого-то двойственная ситуация по поводу конкретного человека или по поводу конкретного события. Но значит, все равно не добавляйте себе какого-то, знаете, деструктивного минуса. Больше будьте оптимистами, потому что двойка мечей – это мелкая карта. И застрять в бесконечном обдумывании того, что уже произошло, а по этой карте это вот именно уже что-то случилось, а мы ищем выход, и как будто мы не знаем, как к этому подступиться, а нам говорят, что это уже, скорее всего, не имеет никакого значения. Что-то новое на повестке недели. Карта совет. Правда, что-то новое на повестке недели. И вам придется умело взаимодействовать и вашим, и нашим. Не выбирать, мои дорогие, что-то одно, а хоть это и на личную жизнь, это может касаться и работы, или вашей личности, ваших личных честолюбивых планов и амбиций. Само по себе взаимодействие, как и с реальностью, с теми событиями, которые приходят на порог, так и правильное выстраивание диалогов с разными людьми, чтобы не было как каких-то препятствий, или потом не было глубокомысленного анализа, который нас может не в те энергии погрузить. И с другой стороны, это, знаете, это всегда есть какие-то новые возможности. Может быть, и придется делать в чем-то выбор вам, может быть. Но сказать, что вы кому-то выносите вердикт, я не могу. Здесь больше о взаимодействии, об умении договариваться и использовать свои возможности, даже если придется сидеть на двух стульях одновременно. Но, видимо, в разрезе недели это будет важно. Это как карта. Совет. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.